Любой чемпион любит понятный бой, понятную дистанцию, понятный ритм, понятную механику боли. Бокс десятилетиями пытался превратить себя в точную науку, в систему углов, расчетов, шагов, таймингов. Мы привыкли восхищаться идеальной геометрией джеба Леннокса Льюиса, взрывной механикой Майка Тайсона, холодной математикой Флойда Мейвезера. Но иногда в ринг заходили люди, рядом с которыми сама логика бокса начинала ломаться. Они выглядели неправильно, двигались неправильно, били неправильно. И именно поэтому становились кошмаром для элиты. Их ненавидели промоутеры, потому что таких бойцов невозможно было красиво продать публике. Их избегали чемпионы, потому что победа над ними ничего тебе не давала, а поражение превращалось в клеймо на всю карьеру. Это были не просто неудобные соперники, это были архитекторы дискомфорта, люди, превращавшие ринг в комнату кривых зеркал, где привычные законы бокса переставали работать. Если бы абсолютный хаос мог выйти на ринг, он выглядел бы как Эммануэль Агастус. На бумаге он был очередным джорнименом, человеком, которого привозят проигрывать перспективным звездам. Но в реальности он был системной ошибкой внутри бокса. Фанаты называли его «пьяным мастером», и это прозвище идеально описывало то, что происходило в ринге. Опущенные руки, рваный ритм, сломанная координация, странные нырки, нелепые углы атак. Казалось, будто человек случайно забрел в ринг после драки возле бара. Но потом начинался бой, и элитные боксеры внезапно переставали понимать, что вообще происходит. В 2000 году с этим столкнулся молодой Флойд Мейвезер, человек, которого позже назовут одним из самых умных бойцов в истории. Спустя годы, уже завершив карьеру с рекордом 50 побед без поражений, Мейвезер скажет: «Моим самым тяжелым соперником был Эммануэль Агастус». И это звучит почти абсурдно. Но проблема была в том, что Агастус не боксировал по правилам системы. Он создавал радиопомехи. Он выбрасывал удары из невозможных углов, падал на канаты, крутился, терял баланс, улыбался после тяжелейших попаданий. Он разрушал сам процесс чтения соперника. Ты не мог просчитать его ритм, не мог предугадать реакцию, не мог навязать ему структуру, а значит, не мог чувствовать контроль. И именно это сводило людей с ума. Официальный рекорд Агастуса выглядит грязным и хаотичным, но любой топ-боксер той эпохи скажет вам одно: драться с пьяным мастером было худшим вечером в их жизни. Если Агастус был шумом, то Николино Лоччи был тишиной. Гнетущей, изматывающей, пугающей тишиной. В Аргентине его называли «эль интокабле» – неприкасаемый. И это не было преувеличением. Лоччи сделал невозможное. Он превратил защиту в форму психологического унижения. Большинство защитных боксеров убегают от опасности. Лоччи делал наоборот. Он сам подходил к сопернику, зажимался у канатов, опускал руки и буквально предлагал себя ударить. А дальше начиналось безумие. Сотни ударов резали воздух в сантиметрах от его головы. Лоччи уклонялся минимальными движениями, чуть плечом, чуть шеей, чуть наклоном корпуса. Это выглядело не как спорт. Это выглядело как издевательство над человеческой реакцией. Самое страшное, он делал все с абсолютным спокойствием. Мог смотреть в зал, улыбаться, подмигивать репортерам. И в этот момент соперник начинал ломаться психологически. Потому что нет ничего страшнее в боксе, чем чувствовать собственное бессилие. В 1968 году чемпион мира Пол Фудзи столкнулся с этим кошмаром в Токио. К 10-му раунду он был не просто избит, он был уничтожен морально. Постоянные промахи, усталость, ярость, ощущение унижения. Фудзи отказался продолжать бой, потому что Лоччи ломал не тело, он ломал веру человека в собственные кулаки. Половина боксерского мира считала Насима Хамеда клоуном, пока не оказывалась с ним в одном ринге. Хамед выглядел как издевательство над классическим боксом.
Леопардовые шорты, танцы, сальто, ковры-самолеты, вертолеты. Он раздражал людей еще до первого гонга. Но настоящий ужас начинался потом, потому что Хамед полностью ломал привычную биомеханику бокса. Фронтальная стойка, опущенные руки, никакой классической защиты. Он полагался только на рефлексы, причем настолько аномальные, что временами это выглядело физически невозможным. Он выгибался назад под чудовищными углами, уходил от ударов буквально позвоночником, а потом внезапно взрывался ударом, и люди падали. Самое страшное в Хамеде было даже не это, а ощущение унижения. Пока соперник пытался сохранять серьезность и дисциплину, Насим превращал бой в цирк. Он смеялся, провоцировал, ломал концентрацию, вызывал ярость. И именно в этот момент происходила ошибка. Потому что злой боксер – мертвый боксер. Хамед заставлял людей забывать собственный план на бой. Он превращал ринг в психологическую ловушку. И только в 2001 году Марко Антонио Баррера наконец разрушил эту магию. Без паники, без эмоций, без попыток наказать шоумена. Только холодная дисциплина. Иногда единственный способ победить хаос – не пытаться его понять. На фоне Шугара Рэя Робинсона Джин Фулмер выглядел как человек из другой эпохи. Робинсон был искусством, Фулмер был промышленностью. Грубый, тяжелый, неотесанный. Никакой элегантности, никакой пластики, только давление. Набожный мормон, продолжавший работать сварщиком, даже будучи чемпионом мира, Фулмер выходил в ринг не творить искусство. Он выходил ломать людей. Стиль Фулмера называли дракой в телефонной будке. Низкая голова, скрещенные руки, толчки, клинчи, локти, постоянное физическое давление. Он был похож не на боксера, а на медленно движущийся бетонный блок. И именно этот человек дважды победил великого Шугара Рэя Робинсона. Фулмер делал страшную вещь. Он лишал гениев пространства. Он не позволял дышать, не позволял двигаться, не позволял думать. Он втягивал соперника в вязкую, грязную, изматывающую войну. И в какой-то момент даже самая красивая техника начинала разрушаться под этим давлением. Фулмер был напоминанием о простой истине. Иногда примитивная сила дискомфорта оказывается страшнее идеального мастерства. За 64 боя его смогли нокаутировать лишь однажды. И для этого Робинсону пришлось выбросить один из самых идеальных левых хуков в истории бокса. В мире бокса любят удобных героев. Тех, кого можно красиво упаковать, объяснить, просчитать. Но именно такие люди, как Агастус, Лотче, Хамед, Фулмер, становятся настоящей проверкой на величие. Потому что чемпиону недостаточно уметь бить. Он должен уметь сохранять рассудок внутри хаоса. А это уже совсем другой уровень войны. Настоящий кошмар для великого боксера не тот, кто сильнее, а тот, кого невозможно понять. Тот, кто ломает привычную геометрию страха. И, возможно, именно такие бойцы лучше всего показывают нам истинную природу бокса. Не как спорта, а как искусство выживания внутри дискомфорта. Кого бы вы добавили в этот список? С вами был канал Стироспорт. До встречи в ринге.